Привет, друзья! С вами я, Евгения, и наш канал Семейный Handmade. Я решила, что бычков много не будет, поэтому сделала еще один вариант символа наступающего года. На этот раз это будут елочные игрушки, но опять из самодельной массы папье-маше. До Нового года осталось не так много времени, поэтому давайте скорее приступим к работе. Для основы нам понадобится шарик диаметром 6 см. У меня это дешевая пластиковая елочная игрушка, но можно взять и пенопластовый шар. Надеваем шарик на деревянную шпажку или палочку для суши, для удобства работы. Также нам понадобится масса папье-маше. Ссылка на рецепт в подсказке и в описании под этим видео. Вода для выравнивания поверхности и склеивания деталей и кукурузный или картофельный крахмал, чтобы масса меньше липла к рукам. Отрываем небольшой кусочек массы и заворачиваем в него шарик. У меня толщина слоя получилась примерно 2-3 мм. Массу, с которой вы в данный момент не работаете, убирайте в целлофановый пакет, чтобы она не подсыхала. Выравниваем поверхность шарика смоченными в воде руками или кистью и оставляем шарик сохнуть примерно на сутки. Я поставила его в высокий стакан, также его можно подвесить, главное, чтобы шарик во время сушки ни с чем не соприкасался, иначе он может деформироваться. Теперь переходим к лепке мордочки. Сначала формируем голову в виде яйца, промазываем мокрой кисточкой место приклеивания и сглаживаем все стыки пальцем, стеком или кисточкой. И обратите внимание, что место подвеса игрушки у вас должно находиться вверху, иначе бычок будет висеть вверх ногами. Деревянной шпажкой намечаю ноздри, и рот. Продавливаю улыбку. Кстати, то, чем я ее продавливаю, это ложечка от мороженого. Она оказалась для таких целей намного удобнее специальных стеков. Катаю маленький шарик, делаю из него лепешечку и формирую глазки.
Из двух небольших шариков делаю ушки. И в данный момент у меня получилась очаровательная овечка. Обязательно сделаю такую в следующем году. А пока будем превращать овцу в быка. Формирую рога и приклеиваю их над ушками. Из еще одного кусочка массы делаю быку прическу. Надрезаю массу маникюрными ножницами, формируя пряди, и укладываю их влажной кисточкой. И оставляем бычков сохнуть еще примерно на 1-2 дня. Теперь из 4 шариков делаю бычкам ножки. А из еще одного шарика хвостик. И опять оставляем бычков на просушку на 1-2 дня. Теперь можно переходить к росписи. Раскрашивать я буду, как и всегда, акриловыми красками. Сначала я раскрашиваю бычков в белый цвет, точнее у меня это цвет слоновой кости, в один слой. Делаю это, чтобы дальнейшие цвета смотрелись ярче и чище. Сначала раскрашиваю верхнюю часть игрушки, сушу, потом раскрашиваю нижнюю часть. На самом деле я почему-то совсем забыла про деревянную шпажку, поэтому красила в 2 захода. Но вы можете ставить палочку и красить фигурку сразу целиком. Одного бычка я решила сделать коричневого цвета, а второго оставить белым, точнее цветом слоновой кости. Раскрашиваем бычков в выбранные цвета в 2 слоя с обязательной промежуточной просушкой. В комментариях вы часто спрашиваете, нужно ли сушить каждый слой краски. Да, нужно, иначе второй слой может потянуть за собой не высохший первый, и это будет не очень красиво смотреться. Акрил сохнет достаточно быстро, и если вы, как и я, делаете 2 игрушки, пока вы красите вторую игрушку, первая уже высохнет.
Теперь добавим нашим бычкам глубины и объема цвета. К базовому цвету слоновой кости добавляем капельку серой краски. Как следует перемешиваем и проходимся по всей поверхности бычка жесткой сухой кистью. Для коричневого бычка к базовому цвету умбра добавляю капельку охры и также жесткой сухой кистью прохожусь по всему бычку. Белому бычку я решила добавить третьего оттенка. К ранее сделанному цвету добавляю капельку охры, размешиваю и снова прохожусь по всей поверхности жесткой сухой кистью. На видео все эти переходы почти незаметны, но вживую такие игрушки смотрятся намного лучше и интереснее. Охрой раскрашиваю челку коричневому быку. Белому быку челку раскрашиваю темно-коричневой краской. Белой краской раскрашиваю глаза. Охрой раскрашиваю белому быку рога. И темно-коричневой краской раскрашиваю рога коричневому бычку. Голубой краской рисую глазки белому бычку. И зеленый коричневому. Цветом слоновой кости рисую коричневому бычку пятнышки. Пятна старайтесь делать разной величины и формы. Белому быку пятна рисую темно-коричневой краской. Черной краской рисую зрачки.
Бледно-розовой краской раскрашиваю внутреннюю часть ушек и подрумяниваю щечки. Щечки подрумяниваю жесткой сухой кистью. Теперь разводим коричневую краску водой и прорисовываем ноздри, рот и тени по всему бычку. Тонкой кистью, теперь уже не разведенной водой коричневой краской, прорисовываю детали: веснушки, брови, ресницы и улыбку. Белой краской рисую блики. Желтой краской сухой кистью добавляю объема челки и хвостику. Черной краской рисую копыта. Теперь нам понадобится коричневая веревочка, у меня это вощеный шнур диаметром 1 мм, маленький бубенчик и бусина. Делаем из шнура петельку, продеваем кончики шнура в бусину и приклеиваем всю эту конструкцию полимерным клеем к месту подвеса игрушки. Кстати, я не делаю длинные петельки для игрушек, так как все игрушки я вешаю на елку с помощью проволоки, загнутой в крючок. Так вешать игрушки намного удобнее, особенно когда нужно повесить игрушку не на кончик ветки, а поближе к стволу. Бубенчик одеваем на шнур и также полимерным клеем приклеиваем шнурочек на шею бычку. Оставляем на пару часов на просушку, а лучше даже на ночь. И в завершении я добавляю акцентов золотой краской, жесткой сухой кистью. Наши бычки готовы, и можно вешать их на елку. На мой взгляд, они получились очень милыми, добрыми и нежными. Хочется взять их в руки, положить на ладонь и погладить. Такие малютки совершенно точно должны принести только все самое-самое хорошее в следующем году. Ну а на этом у меня на сегодня все. Ставьте лайки, если это видео вам понравилось, пишите комментарии и делитесь этим видео с друзьями. Ну а я желаю вам всем волшебного настроения и творческих идей. До скорой встречи. Пока-пока.